Как решить проблему аллопеции? Не свыкаться с тем, что вас беспокоит, если оно на самом деле беспокоит, и найти то решение, которое подойдет каждому из вас. Пересадка волос, трихопигментация или SMP и система волос. Это не о том, что лучше, что хуже. Это видео из трилогии о том, чтобы учесть все плюсы и минусы и уже не примерять конкретный метод на себе, а примерять те плюсы и те минусы, с чем вы можете свыкнуться и выбрать что-то, что избавит вас от проблемы, если это действительно для вас проблема. Наверное, нужно исходить прежде всего от этого. Но если вы смотрите это видео, значит, вы уже как минимум об этом думали, и что-то вас все-таки беспокоит, вы понимаете, что вы можете быть лучше, вы можете выглядеть лучше. Все три метода – это создание иллюзии волос. При пересадке волос, как правило, это небольшая густота. Если у вас, конечно, не совсем маленькая степень аллопеции, например, первая, вторая, или вы просто хотите надвинуть немного переднюю линию на лоб, тогда окей, это именно тот случай небольшой корректировки, и все волосы ваши. Если же у вас огромная степень аллопеции, вы пересаживаете себе волосы, то вы получаете иллюзию присутствия волос. То есть это будет небольшая плотность. Система – это иллюзия создания собственных волос, точно так же, как и SMP. То есть это те волосы, которыми вы не обладаете, но окружающие люди думают, что это ваши настоящие волосы или иллюзия бритых волос. Все эти три метода, должны о них точнее думать только тогда, когда для вас это проблема. Не для окружающих, а именно для вас самих. Если вы не видите проблему, тогда, может быть, и не стоит совершенно ничего делать. Ну и сегодня, собственно, дошла очередь до системы волос. Это то, что выбрал для себя я сам. И это не значит, что подойдет это для каждого. Это опять-таки один из способов показать возможность. Возможность из трех, ну, можно сказать, четырех вариантов. Если включить четвертый вариант, как свыкнуться вообще абсолютно со своей лысиной и с тем, что у вас происходит. Поэтому выбор. И самое главное – это иметь выбор. Выбирать из чего-то и выбирать, вообще нужно ли вам что-то делать или нет. Преимущество системы волос. Для тех, кто хочет сразу видеть визуально, как это выглядит, я сделал когда-то табличку, она находится на сайте в разделе «Системы волос», курс в системах волос, и вот эти вот все моменты я для себя когда-то выписывал, плюсы и минусы каждого из вариантов, поэтому вы можете также зайти туда и тезисно все увидеть. Первое преимущество системы волос – приемлемая цена для пробного старта. Хорошая система волос, не AliExpress, не те остатки, которые там остаются, или непонятно вообще качество систем, которые можно купить там, ну, не знаю, наверное, очень дешево. Я это не рассматриваю. Если взять более или менее хорошее качество для старта, это цена от $250–300. То есть вот этот старт вы можете себе позволить. Если хорошая пересадка волос стоит от 2000 евро, и требует, собственно, период ожидания, прохождения через операцию, поездку в Турцию, то система волос намного проще. Вы можете заказать, даже я могу для вас ее подобрать, она придет к вам, найти специалиста или попробовать сделать это дома самим, как делаю я. Система – это один из методов, который позволяет справиться самому дома. Именно поэтому я создал курс по системе волос год назад, где по шажочкам рассказываю, что нужно делать, как выбирать, как резать, как клеить и так далее, чтобы вы могли, даже находясь дома, без чьей-то помощи совсем справиться. Как ни крути, это самый дешевый и самый простой и быстрый способ снова оказаться с волосами. Не требует операции и не затрагивает здоровье. Если пересадка волос – это процесс, это нужно ехать, делать пересадку, проходить восстановительный период. Здесь вы наклеили, попробовали, понравилось – носите, не понравилось – выкинули. Зато что-то попробовали новое, и вы можете откатить и получить все то же самое, что было у вас до того, как. Третий момент. Можно справиться даже самому без чьей-либо помощи. И ни один из других методов, к сожалению, этого не позволяет. Вы не можете себе сделать
SMP дома сами, точно так же, как и провести пересадку волос, даже если вы сами доктор. Да, это будет сложнее, чем пойти в какой-то салон, где вам помогут, но я не зря записывал свой курс, потому что я проходил это все сам. Я жил на острове, где не было возможности получить чью-то помощь, и все это проходил по ступенечкам, аккуратненько, все сам, через ошибки, какие-то нюансы, поэтому именно об этом я рассказал в своем курсе для тех, кто хочет иметь возможность уметь это делать все самим дома. Да, кто-то из вас находится в больших городах, где есть салоны, где вам могут помочь, кто-то находится в городах или деревнях, может быть, даже тоже на островах или где-то, где вы хотите сами попробовать все на себе, может быть, даже с целью конфиденциальности, чтобы об этом никто не знал. Именно об этом мой курс. Как правильно измерить, вырезать, проклеить, какие нюансы нужно учесть, как ухаживать и так далее. То есть все это можно делать даже самому. Позволяет создать свой собственный стиль или даже множество стилей и выбрать те прически, которые вам только могут понравиться. Выбрать цвет, плотность, основу волос и другие параметры под любую прическу. Как выбираю системы я для себя? Я вижу, например, кто-то идет по улице, мне очень нравится прическа, мне очень нравится тип волос, или я вижу кого-то в кино, я хочу вот так. Я знаю, какую систему нужно заказать, и получаю ту прическу, которую я могу где-то подсмотреть где угодно. У кого даже свои волосы не имеют такого огромного поля для экспериментов. Эти волосы не отрастают, если вы находите хорошего барбера, который делает именно то, что вы хотите. Считайте, что у вас готовая идеальная прическа, которую можно модифицировать, что-то с ней делать, даже дальше потом подстригать, но она сразу идеальна. Да, отрастают волосы и здесь, их нужно подстригать, хотя, может быть, вам наоборот нравятся длинные волосы, и тогда вообще не нужно ничего делать, там, годы, да, пускай они отрастают здесь, если они здесь уже длинные. Это вариант для людей с огромной фантазией. Системой волос это можно сделать просто вот так, добавляет уверенности в себе. Тут я иногда, бывает, читаю комментарии под видео, пишут, мол, мне не хватает уверенности в себе, потому я использую вот это, там, парик, систему волос. Перед тем, как вы выбираете любой из этих трех методов, вы должны проработать сначала именно уверенность в себе. Насколько вы готовы получить вот эту иллюзию и представить эту иллюзию присутствия волос окружающему миру. Добавляет ли уверенности в себе система волос? Да, еще как. Отсюда выходит следующий пункт. 100% привлекает внимание окружающих и увеличивает престиж и притягательность для других куда более, чем предыдущие методики. Это, скажем так, выдержка из моих личных наблюдений. Об этом, возможно, я запишу отдельное видео, расскажу на своем собственном примере жизнь до и после использования системы волос. Если тезисно, люди куда более охотно приглашают тебя на какие-то пати, на какие-то мероприятия, даже какие-то там тусовки с моделями, то есть если ты выглядишь отлично. А прическа – это часть отличного вида. Да, ты можешь выглядеть как там лысый продюсер с очочками, тоже стильно, прикольно. То есть вы можете быть отличным человеком, интеллектуалом, но бывают различные тусовки, где важен просто ваш внешний вид, ваш стиль. Ну и, конечно, волосы – это часть вашего стиля. То есть вы можете попасть в те закрытые мероприятия, группы, где оценивается именно по одежке. Иногда реально это позволяет войти или пройти вот в какие-то двери, которые закрыты для тех, кто выглядит обычно, наверное, так. Кто-то скажет, так они же не знают, что это парик, да? А я вам отвечу, если это образованное общество и окружение, для них абсолютно ничего не изменится, для них это станет даже еще более интересным чем-то новым, да? Если же это люди, которые ха-ха-ха, зачем вам такое окружение? Седьмое, возможность выбора прически и смены этой прически хоть каждый день, хоть каждый час. Ну, тут все говорит само за себя. Реально вы можете выбирать там чуть ли не каждый день, точно так же, как одежду, ваш стиль. Цвет волос, волнистые, прямые волосы, короткие, длинные и так далее. Номер 8. Относительная легкость в уходе. Ну, к этому надо привыкнуть. Не каждый сможет выделять время на перефиксацию, но, возможно, у кого-то есть мастер, да,
да, кому проще пойти, заплатить и все сделают за тебя. Я не могу сказать, что это просто, если делать, например, самому, да, но можно приловчиться или найти мастера, который будет вам в этом помогать. Возможность попробовать что-то новое и отказаться в любой момент времени, когда вам это надоест. Вот вы, например, всю жизнь носили прямые волосы и всегда хотелось узнать, как вы будете выглядеть при волнистых или вообще там вот этих вот барашках. Система это позволяет. Взяли, попробовали, наклеили, приклеили, покрасили. Понравилось? Продолжаете, не понравилось, сменили на другую или вообще носите просто свои волосы. Ведь не просто так женщины, и не только женщины, мужчины в том числе, в Америке и в Европе, даже у кого нет проблем с аллопецией, они тоже используют систему волос. Да, может быть, это не популярно в интернете, и вы об этом не знаете, но это тоже имеет место быть. Есть системы даже на таких прищепочках, это тоже возможно, но это выглядит совсем по-другому, на мой взгляд. Есть ребята, у которых реально нет проблем с аллопецией, они все равно выбривают и приклеивают те волосы, которые бы им хотелось. Незаметно. Выглядит куда более натурально, чем недорогие пересадки. Именно недорогие, то есть можно сделать идеальную пересадку, если соблюсти 3 основные правила, про которых я говорю постоянно. Сделать правильный план, то, что мы делаем и разбираем на моей подробной платной консультации. Сделать моделирование передней линии, что не делают клиники и что делаю я для вас, подготавливая к операции, чтобы ваша линия подходила именно под вас, чтобы она была уникальной и не казалась как вот эта вот стандартная чайка после турецкой пересадки. И третье была выполнена правильным настоящим доктором и его хорошей командой. То есть, чтобы вот эти 3 сочетания были в одном, и тогда вы можете получить прям отличную переднюю линию, очень натуральную. Но, опять-таки, не всем, потому что бывает, например, донорский материал намного плотнее, как правило, чем наши волосы на лицевой части. Они более плотные, толстые, и если вы зачесываете наверх, все равно бывает иногда видно более плотные волосы, и понятно, что это сделана пересадка. При системе волос такой проблемы нет. Иногда бывает, что видна немножко кромка проклейки системы. У меня, например, это случается с тонким силиконом, у кого-то может быть от плотного силикона. Ну, в общем, это надо подбирать под каждого. Сетка, например, она вообще никак не заметна, то есть вот просто вы можете смотреть хоть очень близко, не видно никакой разницы, то есть что это ваши настоящие волосы. И более того, в системах волос еще предусмотрен такой важный фактор Bleach Knots, то есть это осветленные кончики, то есть они выглядят вот как ваши настоящие волосы, осветленные, и затем идут уже более темные. Это позволяет именно поверить в то, что это ваши настоящие волосы. При пересадке волос, если опять-таки у вас пересаживаются более плотные волосы из задней части, или уж если говорить, например, из бороды, если вам вдруг еще из бороды пересадить на переднюю линию, это прям будет толстые, я это называю пеньки и бревна, да, то есть это будет очень видно. При системе волос такого нет. Номер 11. Сохраняет в естественном виде вашу донорскую зону и ваш донорский запас. Кто знает, возможно, через 5, 7 или 10 лет изобретут какие-то новые способы по пересадке волос, клонирование волос, и, возможно, ваша донорка снова понадобится вам. Это именно тот вариант, когда стоит ее сохранить. При пересадке волос мы часто не думаем о том, что же будет с нашей все-таки доноркой. Когда я еще не записывал видео, многие делали пересадки и даже не понимали, что у них там как бы раскурочили всю их донорскую область, пока я не сделал видео. Начали ребята писать, и только после этого выяснилось, что там многие клиники совсем не отдают должного внимания на донорскую область, то есть там остаются шрамы, да, спереди растут волосы, причем только, как правило, на чубчике, да, а здесь вся раскурочена донорская область. Но даже при хороших докторах все равно будет объем, то есть вот этот объем, который вы берете для пересадки, он уходит сюда. Соответственно, здесь видны прорезины, да, если вы сделаете несколько операций, соответственно, более прореженный будет ряд ваших собственных волос, которые остаются на донорке. Не оставляет белых точек. У кого-то еще также видны белые точки, у кого-то они, точнее, они есть у всех, но у кого-то одни видны больше, у кого-то меньше. Это мелкие следы забора графтов. При системе волос все ваши настоящие волосы, весь ваш рисунок остается при вас. И вы можете также вот эти волосы использовать для того, чтобы получать хорошие классные прически, как бы под те волосы, которые вы, например, проклеиваете, использовать еще из ваших собственные волосы. Если вы, например, сделали 2-3 пересадки, у вас здесь осталось практически, ну, символические
мелкие, даже не волосы, а просто остатки волос. Если вы, например, будете использовать систему волос плотную, то это будет выглядеть ну, просто как шапка. То есть здесь у вас не будет достаточного материала, чтобы он плавненько перетекал в систему волос, а будет вот просто голая и здесь шапка. Так вот, еще раз, при системе волос все ваши донорские волосы остаются на месте. Ну и самое главное для меня, номер 13, возможность отмены в любой момент времени. Это один из способов, который реально позволяет без последствий и в легкую просто отказаться, и все вернется на круги своя, как было до. При пересадке волос, если его сделали, отменить уже невозможно. Нельзя зажать там Ctrl-Z и откатиться на обратный шаг. То есть вы уже взяли волосы из донорки, вы их уже не вернете, и вы их уже пересадили туда, куда вы их пересадили. Тут иногда, если вам, например, сделали в дешевой клинике плохую операцию, то иногда даже не хватает материала, чтобы ее исправить. Когда изучаю конкретно ваш случай, анализирую и даю вам совет, что можно в этом случае сделать. Делать пересадку, не делать пересадку, какими этапами, какой методикой, какой доктор лучше с этим справится. Это очень важно. Так вот, про систему волос, если вам даже не понравится, если она вам не подойдет, вы просто ее отклеиваете, выбрасываете в мусор и забываете о ее существовании, как будто ничего и не было. Да, вы, может быть, потеряете какое-то совсем маленькое количество денег, но, по крайней мере, вы попробовали, вы в любой момент можете это отменить. Напомню о том, что очень важны ваши лайки, подписки и комментарии. Именно это позволяет продвигаться видео и таким же ребятам, как и вы, находить эти видео и черпать информацию, которую, ну, вы порой не узнаете из открытых источников, чтобы у вас была информация, которую, ну, просто так вы нигде не найдете. Что вам, например, ближе: трихопигментация СМП, пересадка волос или система волос. Как вам кажется, какие плюсы и минусы? Может быть, я о чем-то забыл, может быть, кто-то пробовал и что-то я не учел. Также оставьте это в комментариях. Недостатки требуют время на перефиксацию. Если у вас есть какой-то профессионал, кто может вам в этом помочь за деньги или бесплатно, отлично, это вообще самый простой способ. То есть вы, например, приходите там 2 раза на перефиксацию в месяц, вы садитесь за стол, точно так же, как вам бреют просто голову, как будто это ваши волосы, только все делают под вас. То есть все это перефиксируют, сменяют, моют, может быть, подстригают и систему, подстригают ваши боковые части. Тут все просто. Если вы хотите и готовы делать это дома сами, нужно учитывать какой-то промежуток времени, потому что одному делать это сложнее. Как часто перефиксировать, переклеивать? Я знаю ребят, которые перефиксируются раз в месяц. То есть перефиксация – это снятие, бритье тех волос, которые отросли, чистка системы и переклеивание обратно. В одном из видео я уже показывал, сколько занимает время на перефиксацию, в зависимости от того, например, делаете вы сами себе подстригание, фейд, как, например, делаю я. То есть на это уходит у меня достаточно много времени. Но в любом случае на перефиксацию нужно учитывать и отдавать определенный лимит времени. То есть это может быть 2 часа, если вы делаете это первый раз, у вас может занять и 4-5 часов, чтобы сделать это все аккуратно. Так вот, есть ребята, которые делают перефиксацию раз в месяц, кто-то это делает раз в 3 недели, кто-то раз в 2 недели. Я, например, делаю это где-то через 10-12 дней. Второй момент психологически может сковывать неуверенных или не очень уверенных в себе людей. Я помните, в начале видео я об этом говорил. Любой из этих 3 методов – это обман природы, это иллюзия создания волос, и уже подходя к любому из этих методов, надо как бы сначала проработать сам нюанс и момент уверенности в себе. Вот, наверное, как раз таки, если рассмотреть 3 вот этих способа, то система волос – это прям для храбрых, потому что первое, нужно не то что признаться себе, а полностью понимать, что ты носишь систему волос. Пусть это называют парик. Второй момент. Если, например, кто-то спросит, тут вы уже решаете сами, сказать или скрывать. Даже если вы не хотите это афишировать, как делают многие звезды, то же самое, как мы делаем для некоторых из моих ребят. Одинаковая прическа разной длины. Мы заказываем 3-4 системы, они подстригаются по мере отрастания ваших волос по бокам и сзади, и вы их просто переклеиваете, и получается эффект отрастания ваших естественных волос. Никто не знает, что у вас система волос. Все выглядит натурально, и есть вот этот эффект
отрастания. Это для тех, кто хочет скрывать. Некоторые ребята вообще не гнушаются сказать тем, что у них система волос. Да, таких ребят, наверное, немного, но мне, например, все, кто меня спрашивает, я свободно рассказываю. Ну, скажем, наверное, так, все зависит от компании и людей, с которыми вы общаетесь. Если люди образованные, если люди открытые новому взглядам, то и это абсолютно не создает какой-то проблемы. То есть самая главная, основная проблема – это вы сами. Если вы не любите себя таким, какой вы есть, неважно, с волосами, без волос, системой, без волос, вы все равно будете недолюбливать себя и будете искать какие-то причины, еще где-то поколупаться, что-то улучшить себе. Это вот, знаете, как болезнь, пластические операции, там делают одно, потом второе, третье, не могут остановиться. То же самое касается там и пересадки волос. Прям делают одну пересадку за другой, и сразу после первой пересадки видно, что человеку не нужна пересадка, там не хватает донорского материала, они делают по 4, по 5 пересадок. Ну, в общем, тоже все очень зависимо. То же самое и с системой волос. Прежде всего, надо принять себя, полюбить себя таким, как вы есть, и затем уже использовать один из методов, в том числе один из которых это система волос. Третий момент, для кого-то это будет важно, невозможность ходить в сауну. Это именно тот случай, когда вы можете потерять систему, она может просто слишком большое выделение пота, пот разъедает клей, она может просто, ну не то что стечь, то она просто может так и съехать. Большой ли это минус для вас, я не знаю. Многие спрашивают, а как же в сексе, а может ли быть так, что там кто-то там от сильного ветра она улетит, или там в порыве страсти в сексе кто-то оторвет ее. Могу сказать из своего личного опыта, это практически невозможно. То есть систему волос, вот если вы ее рванете, вы выдрите волосы, она не оторвется. При этом у меня она, например, не проклеена по всей площади, у меня проклеена только по периметру. И то ее выдрать, то есть вот если сейчас рвануть, я выдру просто, можно выдрать клок волос, но не систему. На вопрос, можно ли его так вот просто потерять, нет. Нужно, как главное, контролировать периоды, когда вы фиксируете, чтобы клей уже прям не стекал на вас, ваш, скажем так, распорядок жизни, и насколько активно вы потеете, как активно вы двигаетесь, и как сильно вот эта вот активность и пот, например, воздействует на клей и, соответственно, на систему. Это были минусы и плюсы использования системы волос. Если у вас есть что добавить, напишите обязательно в комментарии. Может быть, я о чем-то забыл, но, как мне кажется, я постарался учесть все те плюсы и минусы, нюансы, с которыми столкнулся сам или по моим личным наблюдениям. Поэтому не стесняйтесь, пишите в комментарии то, как оно есть, что вам кажется правильно, неправильно, и, может быть, да, я забыл какие-то плюсы и минусы. Все эти 3 способа, это не значит, что что-то лучше, что-то хуже. Тут речь идет о том, какие нюансы, преимущества и недостатки есть у одного метода и у второго, чтобы у вас был прежде всего выбор. Что выбрать, как поступить или просто оставить то, как оно есть. Это все выбор. И вообще, мне кажется, в этом же и заключается смысл жизни, когда у вас есть выбор. Главное иметь выбор. Ну и главное, чтобы колосилось. Пока.